Добрый день, зрители канала АНБ Недвижимость. С вами Алексей Галкин. И сегодня я веду свою съемку из деревни Овсянниково Клинского района Московской области. Деревня Овсянниково у нас находится рядом с заповедником. Недалеко границы с Тверской областью. И известные всем правительственные дачи деревни Козлово. Удобный подъезд. Вот видите дом, который мы хотим вам предложить. Соседи, которые живут круглогодично. Мы находимся на закрытой территории. На эту территорию пускают только по пропускам. Чужих машин здесь не бывает. Ну, давайте знакомиться с домом. Большой участок, очень большой участок. Прямоугольный, правильной формы, ровненький. Огорожен забором из металлопрофиля. Есть заезд для автомобилей. 2-3 машины здесь поместятся на этой площадке. Смотрите, какая территория. Это территория только вот перед домом. Такая же большая территория еще находится за домом. Вот, смотрите. Участок обработан в полном порядке. Хозяйка за ним ухаживает. Ну, вы сами все видите, какая здесь красота. Какие великолепные деревья. Вот детская площадка. Туи. Клумбы с цветами. Ели. Замечательно. Попадаешь словно в сказку. Видите, какой оригинальный дизайн ландшафтный. Чувствуется, что участком занимались. По всему участку проходят дорожки по всей территории. Разные дорожки, из щебенки, из плиточки. Видите, какая на территории находится красивая беседка. Но к ней мы вернемся чуть попозже, поближе посмотрим. Пойдемте с этой стороны обойдем дом. Я вам обещал показать, что находится за домом. Все так же, все ухожено, все красиво. Пошла плиточка. Действительно, сколько труда нужно, чтобы за этим смотреть, за этим ухаживать. Чтобы все росло, цвело и пахло. Вот он наш дом с тыльной стороны. Дом большой, для большой семьи. Строение, которое вы видите перед собой, это летний домик. Ну как летний, он теплый. В нем находится баня. Сейчас мы все это посмотрим. Заходим сразу в комнату, что перед баней. Это у нас жилая комната. Комната для отдыха. Можно после баньки здесь отдохнуть. Смотреть телевизор. Большие панорамные окна. Такого плана.
Проходим дальше. Здесь предбанник, где можно отдохнуть с пылу, с жару, попить прохладительного напитка пенного. Душевая, где можно помыться. Вода заведена в дом из колодца. Можно даже, наверное, продемонстрировать, что она есть. Вот, смотрите, льется вода. Все настроено замечательно. Проходим дальше, попадаем в сауну. Печь дровяная. Такая сауна. Пахнет вениками. Отлично. Все очень замечательно. Все здорово придумано. Но это еще не все. За этим зданием у нас есть еще интересные места. Сейчас мы посмотрим. А так, идем смотреть дальше. Заходим за баню. Что мы видим? Видим мы в первую очередь дровницу. Заготовка дров. Видите, здесь трава. Надолго хватит. Это у нас обратная сторона бани. И здесь у нас мастерская. Хранится инструмент. Какие-то с грядки вкусности. Видите, все культурно сделано. Не просто так накидано. Ящички, полочки. Так, пойдемте теперь посмотрим, что дальше. Ну, видите, здесь даже грядки есть. Теплица. Очень много всего интересного. А еще есть калитка. Да, вот у нас территория участка заканчивается. И мы выходим в калитку, что с торца находится. И попадаем в такое прекрасное место. Тихое. Место для отдыха. И видим пруд. Красивый круглый пруд. Такое впечатление, как будто здесь воронка снаряда упала. Ну, может быть, это пожарный водоем? Наверное. Вот. Немножко он порос ряской. Но так очень красиво. Раньше никогда резко не покрывался, что удивительно. Да, видите? В этом году он порос ряской, покрылся. Ну, сами видите, как здесь красиво. Можно отдыхать. Уединиться от всех и сидеть. Слушать тишину. Птички поют. Пойдемте дальше. Вот опять наш дом. Уже вам много показали, но еще все самое главное впереди. Опять же, не устаем наслаждаться красотой участка. Смотрим внимательно, изучаем. Опять идем по дорожке из плиточки, по сказочной дорожке. И доходим до колодца. Этот колодец снабжает у нас водой все здания, которые находятся здесь. В том числе дом и баню. Идем дальше. Опять проходим всякие сказочные растения и деревья. И как раз то, что я обещал вам показать поближе, это беседка. Отличная беседка для отдыха. Большая просторная беседка. Здесь можно проводить всякие торжества.
Вот, жарить шашлык. Вот здесь, я так понимаю, плитка такая, она под мангал. Ну, и наконец-то мы давайте зайдем в дом, посмотрим, что у нас в этом красивом большом доме находится. Вот так у нас участок выглядит из дома, с крыльца. Давайте зайдем. Дом внутри у нас обшит вагонкой. Все такое в дереве. Дом у нас из бруса. Да. Дом из бруса. И снаружи, изнутри обшит, утеплен. Так что, ну давайте пройдем сразу в открытую комнату напротив. Это у нас спальня на первом этаже. Надо свет включить. Вот. Так-то интереснее. Видите, какая люстра. Кстати, плафон... Немножко забыл, как он называется, но это очень известный красивый плафон известной фирмы. Прихожка, диванчик. Это у нас такая прихожая здесь. Из прихожей еще раз попадаем в другое помещение, на этот раз на кухню. Видим кухонный уголок, окна, стеклопакеты и саму кухню. Кухонный гарнитур, холодильник. Отдельно хочу вас познакомить с тем, что на кухне у нас есть вход в подвальное помещение, где у нас находится насосная станция и вся инженерная система распределения труб по дому. Вот. Канализация и так далее. Все трубы у нас находятся в теплом погребе. Так что в доме это ничто не присутствует, все это спрятано. Также в доме есть печь, которая является основным источником тепла в этом доме. Если ее исправно топить, то будет очень тепло. Если в доме холодно, если на улице холодно, то за счет печки в доме будет всегда тепло. Вот. За кухней находится гостиная, она же еще одна спальня. Кто как хочет ее может использовать. Также здесь существует камин, который пристроен к печке. Можно наслаждаться видом огня. Посмотрим вид из окна. Вот у нас там баня. Все красиво. Вот такой у нас первый этаж. И дальше мы с вами направляемся на этаж второй. Вот эта дверь у нас ведет в такую башенку, эркер, который у нас сделан как раз под лестницу. Вот видите, как там высоко. Это вот у нас лестница. Сразу обращу внимание, что здесь у нас еще существует такое подсобное помещение, которое сделано, в принципе, под туалет. Но санузел в этом доме, такого как такового санузла нету специализированного. Здесь есть, смотрите, вывод как раз под канализацию. И сюда можно поставить туалет, и как раз будет уже непосредственно вот вода подходит. Можно сделать нормальную домашний туалет с выводом в канализацию.
Но в будущем, учитывая, что дом просторный, конечно, можно, так как подвод септик есть вода в доме, можно организовать отличный санузел с ванной комнатой. Ну, это все планы. А сейчас мы посмотрим, что дальше. Вот мы на ступеньках этой замечательной лестницы. Смотрите, как красиво здесь висят картины. Оригинальное окошко. Вот. Лестница у нас идет на второй этаж. Поднимемся по ней. И на втором этаже у нас две больших комнаты. Сейчас мы их посмотрим. Вот смотрите, как у нас. Какая красивая лестница, как здесь высоко. Высокие потолки, поэтому у нас дом высокий. Заходим в первую комнату. Вот. Такая у нас большая комната. Она у нас, правда, действительно очень большая. Большая спальня. Вот, видите? Мебели в доме по минимуму, потому что живет один человек, хозяйка. Вторым этажом практически не пользуется. Как красиво у нас опять вид из окна. Так что есть простор для фантазии. У кого какие планы на того, чтобы здесь сделать свою мебелировку, свою перепланировку и так далее. Итак, мы пока говорили, зашли в вторую комнату. Здесь у нас, видим, существует труба от печки, которая идет дальше на крышу. Диванчик, печка. Тоже можно здесь переделать, очень красиво сделать. Такая большая, опять же, комната, зеркальная предыдущей. Там у нас лестница вниз. Вот. Окна везде стеклопакеты. Второй этаж. И смотрите, какой у нас красивый вид на участок. Вот. Перед домом. У нас там стоянка и так далее. Еще одна есть комната секретная. Туда, наверное, будут запирать особо провинившихся людей. Это комната над крыльцом. Такая небольшая, в уменьшенных размерах дверка. Маленькое окно. Ну, такая маленькая детская. Либо кому-то поиграть, ребенку или еще кому-нибудь. И либо действительно здесь спрятаться от кого-то можно. Или что-нибудь хранить. Я ее даже сначала-то и не заметил. Небольшой сюрприз. Оп. И что мы видим? Мы видим лестницу. И куда она у нас ведет? А ведет вот это у нас прекрасная выдвижная складная лестница на чердак. Вы смотрите, какой огромный чердак. Давайте посмотрим, что там у нас. Как в американских фильмах про всякие чудища. Но у нас здесь нет никаких чудес и, да, каких-то старых сундучков. Здесь, конечно, что-то есть, но... Да. Вот у нас, смотрите, вот такой чердак. Очень большой. Желающие даже могут здесь еще сделать какие-нибудь жилые помещения. У кого фантазии много. Смотрите здесь, что мы видим. Здесь мы еще видим счетчик. Стоит на электроэнергию. Автоматика. Все как надо. Даже стоит, смотрите, стабилизатор напряжения, который защищает у нас от скачков напряжения и от низкого и высокого напряжения. Все сделано с умом. Вот такой у нас большой чердак.
Ну. Ну, вот такого плана у нас дом. Мы с ним познакомились. Как сюда ехать, я вам покажу чуть попозже. В дополнительном бонусе к этой съемке. На этом наша экскурсия по данному дому заканчивается. Отличное предложение. Дом находится в замечательном месте, заповедник. Рядом у нас водохранилище, река Яуза протекает. И очень экологически чистое место. Всем советую, рекомендую. И, естественно, всем настоятельно советую и рекомендую обращаться в агентство недвижимости АНБ. С вами был Алексей Галкин. Добро пожаловать. До новых встреч, друзья. Опять с вами Алексей Галкин. И это небольшой бонус к видео о деревне Овсянниковый, дом, который мы вот продаем. И здесь вот мы уже показали участок, дом. А теперь я хочу познакомить вас, как мы сюда добирались. Хочу показать вам дорогу. Вот мы тут разворачиваемся, от дома отъезжаем и едем по вот этой дороге, где насыпана щебеночка, укатанная такая твердая, то есть круглогодичный очищаемый подъезд. Мы находимся в середине деревни. Дальше у нас дорога идет на деревню Свистунова, где у нас тупик, плотина там и так далее. Там очень красивые места. Да и здесь везде, опять же повторюсь, очень красивые места, поскольку это заповедник. И сюда не пускают без специального пропуска. Я сюда попал, потому что меня встретили и персонально, вот видите, даже на своем автомобиле, я не на своем автомобиле, меня везут, вот, и я снимаю. Вот, и как раз пошла сразу асфальтированная дорога, смотрите, вот мы буквально метров 100 проехали по насыпной, вот, пошла асфальтированная дорога. Вот, смотрите, здесь едем мы, вот дальше мост через речку. Река у нас Яуза. Рядом протекает река Яуза. Посмотрим, что за река у нас. Вот так мы посмотрим. Ой, ну река у нас, это совсем она у нас тут маленькая. Я так понимаю, исток. Это не та ли Яуза, которая в Москве? А, вот, да, это вот исток этой реки Яуза, которая у нас протекает через город Москва. Нашу легендарную столицу. Вот. Едем дальше и смотрите, вот эта асфальтированная дорожка. Едем мы не быстро, все снимаем. Места вокруг заповедные. Видите, лето у нас подходит к концу. Была с утра отличная солнечная погода. Сегодня тучки набежали, похолодало. Так, вот. Так, это на что-то деревья? Это Степанцево. Да. Подъезжаем мы к деревне Степанцево. И да, и самое главное, что есть в этой деревне. А в этой деревне у нас есть автобусная остановка. Вот мы сейчас вам ее покажем. Автобусная остановка, куда приходят автобусы из самого города Клин. Вот. Из Клина сюда приходят автобусы. То есть можно доехать своим ходом спокойно. Автобус этот пускают через проходную. Проблем никаких пропусков не нужно. Вот. Человек пешком может сюда прийти без всякого пропуска. А вот на машине нельзя. А вот магазин. И едем мы в сторону Воздвиженского. Где у нас как раз у нас основные магазины большие, где можно хорошо отдохнуть и отовариться. Такая у нас ровная, прямая дорога. Ухоженная вообще. Да, ухоженная. Все чистят, косят обочины. Да,
Точно. Здесь отлично. И вот мы подъезжаем, не знаю, подъезжаем еще или нет. Нет, это еще это другая Так, деревня. а эта деревня, какая у нас Высокого, Высокого. Деревня Высокого впереди у нас. Деревня Высокого. Как видите, здесь машин очень мало, так как машин сюда абы какие не пропускают. Здесь очень тихо и спокойно. Для тех, кто любит чистый воздух, тишину, пожалуйста, милости просим. Для вас у нас есть достойный дом, где могут жить вы и ваши друзья, семья. Смотрите, какой у нас. О, кто-то перебегает дорогу. Какой-то лесной зверек. Бывает. Ну ладно, поставим на паузу. Вот такая у нас дорога. Дальше у нас пойдет лес. Вот видите, мы едем уже по лесу. По лесу. Поворот. Китенева Шевериха. Церковь там прям совсем недалеко. Да, там у нас находится очень красивая церковь. В Сырии постоянно действующая церковь. Смотрите, какой рядом сосновый лес, сосновый бор. Места заповедные, охота, Грибы, ягоды, да. грибы, ягоды, рыбалка. Не показали мы вам еще водохранилище, но это как-нибудь в следующий раз. Вот мне звонят, поэтому я временно с вами прощаюсь. Продолжаем съемку о дороге, которая ведет у нас в нашу замечательную деревню. Вот. И я уже пересел в собственный автомобиль. Довезли меня до проходной. Вот она, это как бы вот проходная. Вот она, вот там вот вы видите ее. Вот шлагбаум. И мы уже находим в деревне Бортницы. Вот. Продолжаем наше движение. Впереди деревня Бортницы. Сзади у нас шлагбаум. Вот. Деревня Бортница — это последняя деревня, куда можно свободно доехать на своем автомобиле. Дальше вас не пустят, поскольку стоят военные, охраняют заповедник. Там у нас деревня Козлова, где у нас правительственные дачи, или что там у нас, какие-то правительственные объекты. Нас туда дальше не пускают. Только с разрешения хозяев и на их транспорте. Вот. Смотрите, какой замечательный сосновый бор. Корабельные сосны. Лес здесь очень красивый. И вот мы подъехали к поселку Воздвиженское. Это большой у нас населенный пункт, самый большой, самый близкий большой населенный пункт. Здесь у нас есть школа. Наверное, есть детский сад. Какая здесь остановка. Вот клуб. Видите, какой большой поселок Воздвиженское. Здесь у нас гостиница. Вот гостиница местная. Вот видите, спас-заулок Высоковск. Развилка. Можно поехать налево. Налево это будет поворот на Спас-заулок, а направо Высоковск. То есть
Также можно и так попасть в Клин. Мы поедем направо, поедем домой через Высоковск. Опять же река Яуза наша. И еще вот местная достопримечательность. Это у нас Королевская охота. Клуб Королевская охота. Здесь ресторан и всякие увеселительные заведения. Вот магазин Удачный и так далее. Также здесь у нас рядом большое водохранилище. Наверное, я вам тоже покажу. Деревня Крутцы. Мимо будем сейчас проезжать. Опять же красивый лес. Все, Воздвиженская закончились, едем дальше. Деревня Крутцы. Здесь очень престижные места, так как рядом большое озеро, рыбхоз Клинский, экологически чистое место. Местная Рублевка. Ха-ха. А вот то, что я вам обещал, ну, из машины плохо видно, конечно, и, наверное, вообще не видно. Вот это большое водохранилище. Вон оно там. Вот оно, видите, оно длинное. За лесом не видно. Ну, места, понятно одно. Понятно одно, что места здесь очень красивые, заповедные. И жить в этих местах хорошо, престижно и просто красивые места. Приезжайте все сюда, покупайте недвижимость, обращайтесь в агентство недвижимости АНБ, мы вам поможем. На этом я опять же говорю вам до свидания. С вами был Алексей Галкин, до новых встреч.